Привет, дневник. Это второй день трансформации. И я посмотрел вчерашнее видео, которое я записывал по первому дню и день 0. И смотрю, какое-то оно у меня очень депрессивно получается. Поэтому могу сказать, что депрессии становится меньше. Вот сегодня я чувствую себя уже гораздо лучше, хотя только веду 2 дня. Итак, что же сегодня? Сегодня тема довольно интересная. Ощущение, как бы точка ноль, найти точку ноль, от чего отталкиваться, от чего стартовать все изменения. Интересно, я когда-нибудь задумывался, как начать все заново. Но никогда я выбираю то или иное направление, а просто думаю даже с чего начать. Когда мне нужно признать, что все, что я строил ранее, разрушено, не работает по какой-то причине, из-за меня, либо не из-за меня, но факт остается фактом. Вот это и есть точка ноль для меня. Возможно, точка ноль для кого-то из вас. Когда понять, что старый мир разрушен, старые связи, старые дела, старые наработки разрушены, может, полностью, либо нет. Ну и тогда, я думаю, стоит начинать. Я стою на месте, и единственное, что мне нужно сделать, это честно посмотреть на себя, на свою жизнь со стороны, без оправданий, без прикрас, признать, где я. И только тогда я смогу двигаться дальше, двигаться вперед, после того, как я все осознаю у себя в голове, когда я пойму у себя то, что да, я такой, какой я есть. И изменения начинаются, по моему убеждению, именно с этого. И что если я скажу, что сегодня я могу начать трансформацию прямо того, чтобы просто признать свою реальность? Ну да, я ее признаю, но она очень многогранна, и поэтому я буду каждый день потихоньку разбирать по одному аспекту. Как я говорил, это второй день, у нас еще впереди 363, да, получается, дня. Каждый день я буду записывать видео, каждый день я буду прорабатывать какой-то один момент. Посмотрим, к чему это в итоге приведет. Аспектов очень много, например, аспект, например, такой, как тело, как я себя чувствую физически, когда я в последний раз чувствовал энергию, а не усталость. Боли, дискомфорт или наоборот отсутствие ощущений вообще. То, что у меня очень часто бывает, к примеру. Это первый сигнал. То, что в принципе без тела нет изменений. Что с ним не так, что нужно сделать, это все мне стоит проработать. Ментальное здоровье. То, что творится в моей голове. В ней столько всего творится из-за того, что вокруг идет война. Из-за того, что все это происходит вокруг меня, столько всего творится, вы себе даже не представляете. Мне предстоит в этом разобраться. Если тревога, если стресс, если депрессия или просто какая-то пустота, ну это тоже, наверное, часть какой-то депрессии. Во всем этом мне предстоит разобраться. Задать себе вопросы, состояние временное или оно уже постоянная часть моей жизни. Понять, какой у меня есть, к примеру, источник дохода, как я зарабатываю, доволен тем, что приносит мне деньги, почему я вообще чувствую, что могу зарабатывать больше, к примеру, что мне нужно в работе, либо там в бизнесе, чтобы улучшить свое финансовое положение. Это тоже для меня очень важный аспект. Даже сейчас, когда вокруг меня война, это тоже очень важно для меня, потому что это часть моей жизни, часть уверенности. Ну и в принципе это то, что дает мне возможность жить дальше. Это мой доход, потому что я должен кушать, содержать себя. Во время войны остались ли у меня какие-то хобби, какие-то увлечения? Вообще, что я делаю для себя, что я делаю для окружающих? Когда в последний раз я делал что-то, что заставляло меня чувствовать живым? Возможно, мне давно пора найти что-то, чем заниматься, к примеру.
У меня очень мало свободного времени, но даже в это время должно что-то приносить мне удовольствие. Не для работы, а для себя, так сказать, для души. Люди и окружение, с кем я провожу время. Мои люди, они меня мотивируют, демотивируют, тянут ли вниз, либо наоборот дают толчок, дают силу идти вверх, идти вперед. Важно для меня окружение, либо оно не настолько важно. Моя точка ноль в этом, это понять, кто рядом со мной, какой эффект они оказывают. Вот это для меня очень важно. Мои цели и амбиции. Это, наверное, 6-й пункт, да, получается. Что я хочу от жизни? Есть ли у меня четкие цели? И понимание того, чего я жду, чего я хочу достичь даже сейчас, живя в условиях войны. Цели, наши амбиции, они помогают нам жить, выживать. Нужно понять, что у меня есть в реалиях текущей жизни, в реалиях того, что сейчас реально происходит на Украине, там, где я нахожусь, тем, чем я занимаюсь. Если нет целей, какие я могу поставить, как могу двигаться вперед. Моя точка ноль – это момент, когда я признаю, что надо выстраивать путь и куда-то двигаться даже в текущих реалиях. Ну и 7-е – это обычные дни. Как проходят мои дни, как проходит моя рутина, в которой я частично застрял, да, или я нахожусь в обычном колесе, да, вот этих дней, постоянно одно и то же. Но у меня это очень так специфически проходят дни из-за того, что военные действия, из-за того, что война идут. И не всегда рутина моих действий, она зависит только от меня. То есть часто бывают извне действия, которые заставляют меня как-то по-другому перестраивать, прям на ходу перестраивать свой день. Эмоции. Очень важный момент. Что я чувствую? Эмоции – это моя жизнь. Если я не чувствую ничего, ну, как я могу жить, как я живу, да? Сегодня важно понять, где я потерял эти эмоции, что мне сделать, чтобы обрести, постараться хотя бы обрести их вновь, вернуть веру в людей, веру в себя, веру в эмоциональную наполненность меня. Это тяжело сделать сейчас в текущих реалиях, но с этим также стоит работать. По каждому из этих пунктов мы будем прорабатывать отдельно. Я буду проходить отдельно по каждому пункту. Самоощущение. Что я чувствую на самом деле? Кто я для самого себя? Вот вчерашний день был с вопроса «Кто я?». Я так и не понял до конца, кто я. Но я к этому буду стремиться. И, скорее всего, в конце каждой недели, последний день, когда будем снимать, да, когда воскресенье, грубо говоря, да, мы, наверное, будем подводить какой-то итог недели или итог, может, 10 дней. Я подумаю, как это лучше сделать, чтобы какие-то были выводы. Чтобы не просто каждый день я накидывал информацию для себя, в первую очередь. Ну и для вас, да, кто будет смотреть это. Ну и делал какие-то выводы. Что получилось, что не получилось по каждому дню. Ну и по самоощущению, знаю ли я себя, свои сильные, слабые стороны, что я чувствую в своем теле, в своей душе. Это важный вопрос, потому что без ответа на него невозможно начать какие-то изменения. Ну и подведение итогов, то, что я уже вам говорил. У меня очень важный момент случился, к примеру, сегодня утром. Сегодня утром я проснулся с чувством такой тревожности, потому что я проснулся от звука, но опять-таки от звука, скажем так, во сне, да, в моей голове, от звука прилета ракеты. Есть такой момент, что вот прилет ракет издает определенный, я имею в виду баллистических ракет, издает такой глухой звук турбореактивного двигателя, получается, который в мозгу остался, наверное, до конца своей жизни. Я буду помнить, то я и помню, и живу, приходится жить с этим, да. Как бы когда тело сжимается, готовится к удару, учащается сильное сердцебиение до такого состояния, что даже слышишь
в ушах, как бьется сердце, да. Этого на самом деле сегодня, к примеру, не было у меня, но от звука в голове я проснулся. Вот просто с этим ощущением, с этим сильным сердцебиением уже. Но это получается звук тревожности, как бы вот так вот. Не звук прилета там РСЗО, да, каких-то там град, например, да, которые были там, то не звук минометов, ничего другого такого не осталось. А вот именно звук прилета ракет, ну потому что это, скорее всего, 99% это неминуемая гибель. Не спрятаться в бомбоубежище, потому как ракета там делает большие воронки, она вырывает все, да, разрушения большие делает. В многоэтажном доме, в жилом доме не спрячетесь, потому что панельный дом просто сложится как картонный домик, карточный домик. А если кирпичный дом, то там просто похоронит, завалит сразу же. Ни подвалы этих домов не спасут, потому что это бетонная могила сразу будет. То есть просто осознание того, что в любой день может закончиться твоя жизнь, она тоже вносит свои коррективы. И вот этот звук прилета ракеты, шум приближающийся, нарастающий, но потом сразу пропадающийся, вот этот момент, проснулся, и сегодня я чувствую в себе вот все это. И я попытаюсь от этого избавиться. У меня самый большой инсайт — это беруши. В этом году я начал пользоваться беруши. Это очень сильно мне помогло. Убрало многие мелкие шумы. То, что меня беспокоило. На удивление, вот как бы никогда раньше не пользовался. Вот мой такой инсайд года текущего. Это то, что я вот убрал звуки того же движения лифта в подъезде, да, к примеру, или там хождение людей. Это все дело отсекается и становится гораздо легче. Итак, сегодня выводы, подведение итогов. Сегодня я буду честен, наверное, с собой и посвящу какое-то время для того, чтобы покопаться немножко в себе, чтобы двигаться вперед. Мне нужно сначала увидеть реальную картину, понять, где я нахожусь сейчас, где и вы находитесь сейчас, если вы смотрите, подумайте. Если я не признаю, что есть в самом деле, я не смогу измениться, я не смогу двигаться, я не смогу трансформировать себя в того, кого бы я хотел увидеть. Но в первую очередь нужно сделать то, что я вчера хотел сделать и узнать, кто я, да, куда я хочу двигаться. Эта картинка вырисовывается постепенно в голове, но у нее нет еще полных очертаний. Ну что ж, я думаю, на сегодня я все сказал, то, что хотел на утро второго дня. Завтра я начну уже с проработки. Непосредственно хочу пообщаться по поводу, наверное, здоровья физического в первую очередь. И там, наверное, скорее всего, моего тела, моего сна, там, моего питания, что-то такого. Мне кажется, ближе к этому. Начинать нужно с этого. Потому как если сосуд грязный, битый, поцарапанный и заполненный мусором, то как его можно наполнить энергией для дальнейшего роста? Я думаю так. Ну что ж, посмотрим. Сегодня у нас, сейчас я скажу, какой день. Сегодня 7 мая 2025 года. Я продолжаю свой проект трансформации. И я надеюсь, мои видео больше не будут такими депрессивными и унывными, как это было первые 2 видео. Возможно, я даже начну как-то немножко их более-менее монтировать, что ли. Чтобы было как-то мне поинтереснее посмотреть на себя через год. Да и вам было, возможно, приятнее увидеть и, может, в чем-то узнать себя. До завтра. Завтра увидимся. Новый день будет. И новая серия.